Всем привет! Сегодня готовим очень вкусные и красивые пасхальные булочки. Здесь очень воздушное, сдобное тесто, как в пасхальных куличах. А также невероятный аромат дает корица, мускат и цедра апельсина. Начинка с изюмом, сушеной черникой и клюквой, которые вымочены в апельсиновом соке. Такие фантастические булочки можно готовить не только на праздник Пасхи, но и в обычные дни. Они очень вкусные. Я сейчас разломаю булочку и покажу, какая она внутри. Посмотрите, какая она со всех сторон. Очень красивая, очень блестящая. И я разламываю. Посмотрите, какое нежное, красивое тесто. Посмотрите, какие они пушистые. Внутри много начинки из изюма, клюквы, черники. Очень хорошо пахнет. Тесто само пахнет корицей, мускатом, апельсиновой цедрой. Просто невероятно. Посмотрите, какие они нежные. Приготовим для булочек сдобное дрожжевое тесто. Оно очень похоже на тесто для куличей. И для него мне понадобится 300 грамм муки, 140 мл теплого молока, примерно 38 градусов, 2 желтка, 6 грамм сухих дрожжей, щепотка соли, 60 грамм сахара, 40 грамм растопленного сливочного масла. Ароматизировать тесто сегодня я буду экстрактом ванили, 1 чайная ложка, можно заменить ванильным сахаром, либо ванилином. Ванилина берите на кончике ножа. Также буду добавлять цедру апельсина, примерно 1,5 чайной ложки. И здесь у меня есть мускатный орех. Я натру немного мускатного ореха в тесто. Также в тесто я буду добавлять корицу. Здесь у меня 1 полная чайная ложка корицы. И как и в куличи, я буду добавлять изюм и сушеные ягоды. Здесь у меня 70 грамм промытого изюма и 100 грамм черники и клюквы. Я их тоже только промыла. Замачивать сегодня я их буду в апельсиновом соке. Здесь у меня 100 мл апельсинового натурального сока. И как всегда, сначала я активирую дрожжи. В теплое молоко я добавляю 1 чайную ложку сахара и высыпаю дрожжи. Хорошо перемешиваю и так оставляю примерно на 5-10 минут, чтобы убедиться, что у меня хорошие дрожжи и они хорошо работают. И сразу же я изюм, а также клюкву и чернику залью апельсиновым соком. Я их соединяю в одну мисочку и заливаю соком. Они пропитаются апельсиновым соком и будут очень вкусные, мягкие и нежные. Посмотрите, дрожжи у меня замечательно работают. Выросла такая красивая высокая шапочка. И я могу продолжать делать тесто дальше. Я просеиваю муку. Обязательно просеивайте муку. Тогда изделия будут очень пышные и красивые. В муку я добавляю сахар, добавляю корицу, добавляю соль, натру на мелкой терке немного мускатного ореха. Мускатный орех кладите по желанию. Если вам не нравится, не добавляйте его. Добавляю цедру апельсина и хорошо все перемешиваю. Уже замечательно пахнет корица, мускатный орех, цедра апельсина. Просто замечательно. Пасхальная выпечка всегда такая вкусная и ароматная. Делаю в муке углубление и выливаю сюда молоко с дрожжами. Добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили. Добавляю 2 яичных желтка. И начинаю замешивать тесто. Такое ароматное. Просто невероятно.
Добавляю в тесто растопленное сливочное масло и хорошо вымешиваю. Сначала в миске соединю все в один ком. Тесто я соединила в один ком. Посмотрите, какого оно удивительного, такого легкого коричневого цвета. Это дает такой оттенок корица. И теперь буду вымешивать тесто на столе. Вымесить надо достаточно хорошо, чтобы тесто не прилипало ни к столу, ни к рукам. Если вам понадобится, можно добавить немного муки. Я не буду добавлять больше муку. Я чувствую, что тесто у меня хорошее. Достаточно его будет помесить минут 10, и оно будет очень гладким и эластичным. Запах стоит просто невероятный. Можно помогать себе немножечко скребком. Посмотрите, тесто я мешу буквально несколько минут. Оно становится таким очень приятным, гладким, эластичным. Поэтому я рекомендую, не добавляйте сразу муку, не торопитесь. Просто вымешивайте тесто на столе. И тогда ваши булочки получатся просто невероятно пушистыми и вкусными, не забитыми мукой. Тесто я хорошо вымесила. В течение примерно минут 10 округляю его, как обычно. Беру миску, смазываю ее слегка растительным маслом, можно сливочным, немножечко теста сверху тоже. Выкладываю тесто в миску и закрываю пищевой пленкой. И теперь тесто я отправляю в теплое место. Примерно на 45-50 минут. Тесто должно увеличиться в объеме больше, чем в 2 раза. Обычно я тесто ставлю в микроволновую печь, рядом ставлю стакан с горячей водой, закрываю дверцу, и у меня получается такой своеобразный шкафчик, где тесто очень хорошо и быстро подходит. Микроволновую печь при этом я не включаю. У меня прошло примерно 50 минут. Тесто просто прекрасно увеличилось в объеме, больше, чем в 2 раза. Сразу же я уже подготовила 2 противня, застелила их пергаментной бумагой, бумагу слегка смазала растительным маслом. И здесь я уже слила через сито изюм вместе с черникой и клюквой, убрала лишний сок. И сейчас чернику и изюм мне надо просушить на бумажных полотенцах, так как мы их будем добавлять в булочки. На бумажное полотенце я высыпаю изюм, клюкву и чернику и обсушу их слегка. Они пропитались соком, такие ароматные, просто невероятно. И такие сочные. Мои сухофрукты я пока отодвигаю в сторону, я их обсушила, а сейчас займусь тестом. Посмотрите, как замечательно подошло тесто. Оно такое ароматное. Я его достаю из миски и буду делить тесто на 10 равных частей. Я буду делать 10 булочек. Итак, я делю тесто пополам. Это можно делать все или на глаз, или при помощи весов. И теперь каждую часть еще делю на 5 частей. Тесто я разделила на 10 частей. И теперь каждую часть подкатываю в колобок. Вот таким образом. Тесто очень хорошее. Не требуется совершенно подпылять стол мукой. Подкатываю все кусочки теста. Сформированные таким образом кусочки теста я закрываю пищевой пленкой и оставляю их отдохнуть примерно на 10 минут. Тесто должно отдохнуть. У меня прошло примерно 10 минут. И сейчас я буду формировать булочки. Я беру кусочек теста
и разминаю его на столе в лепешку. И выкладываю сверху сухофрукты. Вот таким образом. И теперь сворачиваю рулетиком. Свернула рулетом, подворачиваю и формирую просто круглую булочку. Хорошо тут защипну сзади. Как видите, я изюм, чернику и клюкву не добавляю именно в само тесто, не вмешиваю в тесто. Я хочу, чтобы сверху булочки были вот такие ровные, красивые. Тогда, когда на них мы будем делать еще узор из белого теста, они будут очень красиво смотреться. Сформированную таким образом булочку выкладываю на противень. Покажу еще раз, как я формирую булочку. Беру кусочек теста, разминаю его в лепешку, выкладываю сюда мои сухофрукты, распределяю по лепешке равномерно и скручиваю рулетиком. Вот таким. И теперь формирую круглую булочку. Просто поджимаю сзади, защипываю тесто и округляю. Посмотрите, получается вот такая симпатичная булочка. Немножечко ее сверху придавлю. И таким образом я формирую все булочки. Я сформировала все булочки. Посмотрите, те, которые я формировала первыми, уже начали подходить. Сейчас я их закрываю полотенцем и оставляю, чтобы они хорошо увеличились в объеме. Примерно минут на 50 или час. У меня прошло примерно 50 минут. Посмотрите, как увеличились булочки в объеме. Они стали очень большими и красивыми. И сейчас самое время сделать белое тесто, с помощью которого мы будем наносить характерный рисунок на эти булочки пасхальные. И здесь у меня 50 грамм муки, 1 столовая ложка сахара и вода. Воды я взяла примерно тоже 50 миллилитров. Сейчас сахар я высыпаю в муку и понемногу буду добавлять воду и перемешивать. Мне надо сделать такую своеобразную пасту. Она должна быть довольно густая, чтобы хорошо держала форму. Я также подготовила кулинарный мешок. Можно использовать обычный чистый пакет. Я вливаю всю оставшуюся воду. Вижу, что как раз этой воды мне будет достаточно. Масса должна получиться такой, достаточно густой и вместе с тем жидкой, как густая сметана. Довольно густая. Вот примерно такой консистенции. Хорошенечко перемешиваем, чтобы масса была однородной. Вот видите? Вот такая получается паста. Ее я сейчас переложу в кулинарный мешок. Массу я переложила в кулинарный мешок. И также здесь я подготовила 1 желток и 1 столовая ложка молока. Они должны быть комнатной температуры. Перемешиваю. Посмотрите, как хорошо подошли булочки. Сейчас я каждую булочку аккуратно смазываю желтком с молоком. Кстати, хотела сказать, хорошо защипывайте края булочки, чтобы они не расходились. Вот именно вот этот рулетик, чтобы не расходился. Это важно, чтобы булочки получились красивыми. И также я уже, конечно, включила разогреваться духовку на 190 градусов. И теперь посмотрите, что я буду делать. Я беру скребок. Можно взять нож и обратной стороной ножа это сделать. Делаю на каждой булочке
вот такой крест-накрест рисунок. Вы видите, получается крестик. На других булочках делают точно так же. Надавливаю слегка, чтобы тесто не опало. Рисую такой крестик. И сейчас белым тестом я буду наносить рисунок именно по этим бороздкам. Я обрезала здесь кулинарный мешок ножницами и наношу рисунок. Посмотрите, как красиво получается. И теперь эти замечательные пасхальные булочки я отправляю в хорошо разогретую до 180-190 градусов духовку примерно на 20 минут. Пока печется моя первая партия булочек, я приготовлю глазурь-сироп. Здесь у меня 4 столовые ложки молока и 2 столовые ложки сахара. Я их добавляю в молоко и перемешиваю. И этим сиропом мне надо будет смазать сверху еще горячие булочки, когда я их достану из духовки. Моя первая партия булочек уже готова. Посмотрите, какие они получились красивые. Просто невероятно. И я сразу же отправляю вторую партию. Сейчас горячие булочки я смазываю сиропом, чтобы они получились блестящими. Посмотрите, какие они замечательные. Они такие ароматные. В квартире так вкусно пахнет корица, апельсиновая цедра. Вообще выпечка. Просто чудесно. Смазываю булочки и сразу же их перенесу на решетку, чтобы они остывали. Какие они воздушные. Просто невесомые. Все булочки у меня уже испеклись. Пеклись они примерно по 17 минут. Вы тоже смотрите по своей духовке, сколько времени вам понадобится. Сейчас последние булочки я смазываю молочным сиропом. Я сейчас попробую булочку. Она такая нежная и такая красивая. Очень вкусно. Тесто как в настоящих пасхальных куличах. Оно такое сдобное, сладкое, вкусное. Но здесь еще добавился аромат корицы. Очень вкусно. Я рекомендую. Попробуйте. Приготовьте на праздники такие пасхальные булочки. Они очень нарядные и вкусные. Я уверена, они всем понравятся. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал Люда Изикук Позитивная кухня. Оставляйте ваши комментарии. И, конечно, делитесь этим новым видео с вашими друзьями. Всем пока!